пришили чешуйки на шею и животик. Вот так вот выглядит. Мне больше понравился такой способ пришивания. Он, конечно, дольше, чем предыдущий, но понравился больше. Вот. Сейчас будем на лапках делать вот такие когти. Выбирайте цвет, который хотели бы видеть, который, по вашему мнению, подходит. Вот. Заправляем ниточку в иглу необходимого цвета. И сейчас покажу, как я это делаю. Вот на всех лапках вот этих я уже сделала когтики. Оставила здесь специально один пальчик, чтобы показать вам. С нижней стороны, со стороны подошвы, находим отверстие вот здесь между рядками и выводим иголочку между первым и вторым рядом. Узелочек туда продеваю. Вот так вот он получается спрятанный. Когда ниточка слишком яркая на белом, немного можно вот так вот спрятать под холофайбер. Вот. Теперь вот наш ногтик будет располагаться вертикально, поэтому здесь то же самое. Заводим иголочку тоже за первым рядом, четко по вот сверху вставляем и выводим иголочку вот там, где мы ее вкалывали. Вот так вот не до конца выводим, берем вот эту ниточку, не которая в иголке, а которая вот у нас прикреплена, и делаем 10 накидов. 1, 2, 3, 4, обкручиваем, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так получается на иголке у нас спираль из 10 накидов. И теперь мы здесь слегка придерживаем пальчиками и протягиваем иголочку сквозь эти петелечки. Вот так вот у нас получается. Петелечки придерживаем вот эти слегка и подтягиваем. Вот так вот затягиваем. У нас получается такой рельефный когтик. Теперь вот эту ниточку, которую мы вытянули, снова иглу заводим вот сюда, чтобы закрепить
туда, откуда вытягивали, и выводим вот здесь. Подтягиваем. Такой вот когтик получается. И здесь уже закрепляем ниточку внизу на подошве. Хорошо подтягиваем. И вот здесь в отверстие вставляем и ее прячем. Несколько раз протягиваем. Вот так вот. Сюда же. Вот не видно. Здесь не видно. И еще разок. Вот. Спрятали ниточку. Теперь ее обрезаем. И можно спрятать. Вот так. И вот такой ногтик получается, когтик. Делаем на всех пальчиках.